Всех приветствую. Как видите, мой долгострой Су-152 сдвинулся с мертвой точки. Внешка собрана практически на 80%. По сути, осталось только поставить надгусеничные полки, гусеницы накинуть, ну и по мелочи ящики и так далее. Сначала буду собирать внешку, а потом уже займусь внутрянкой. Так, что еще? Что еще? Есть две новости. Хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что с размером рубки я не угадал, в процентном выражении от 3 до 5% она больше, чем должна быть. Больше, чем должна быть. Что следует из этого? Из этого следует, что вот это расстояние верхней лобовой брони где-то на сантиметр меньше, чем должно быть в оригинале. На сантиметр меньше, и соответственно здесь я не могу поставить защитный бруствер, так называемый, дополнительную броню, которая наварена под орудием, чтобы защитить вот эту часть. Ну, уже не переделаешь. В будущем, в принципе, если эту модель корректировать, то уменьшим, наверное, все размеры на 3%. Этого должно хватить. Много уже что покрашено. По корпусу он весь собран. Все навесное на нем собрано. Кроме, опять же, надгусеничных полок. Эту деталь я не доделал, потому что хочу сделать ее, то есть эти люки открываемыми. Плюс, если здесь люки выпуклые, сюда думаю сделать их вогнутыми, вот как вот эти люки. То есть сколько ПТшек смотрю, у них у всех вот такие люки, не как на этом КВ. Хорошая новость в чем заключается? В том, что базу, нижнюю часть, вот при такой компоновке можно, получилась универсальная. То есть снимаем верхние детали от сушки, то есть вот эту детальку и саму боевую рубку, и можно смело собирать еще один КВ. В принципе, на базе этой шасси можно еще собрать КВ-2. Для этого нужно будет всего лишь распечатать верхние бронелисты и башню. И будет, можно сказать, 2 в 3 или 3 в 2 моделях. Потому что модельки достаточно большие, места много занимают. А так, надоела сушка, собрал КВ-2. Надоел КВ-1, из него тоже собрал КВ-2. Это плюс-минус. Или из него вообще сделал экранированный. В принципе, тоже можно собрать на съемных экранах КВ-1. То есть можно уже 4 вариации данной техники иметь, имея всего лишь одну шаську. То есть одну вот эту нижнюю часть. Так, что еще? В принципе, эта деталь переделана. То есть там она открывается в сторону башни, здесь она открывается назад. Еще расскажу, наверное, по нюансам при сборке, что поменял, в первоначальной конструкции. Так, давайте расскажу, какая задумка по съему рубки.
чтобы обслуживать машину внутри и менять батареи. Здесь вот там планирую установить винт. То есть рубка будет фиксироваться этим винтом к перекладине. И, соответственно, спереди она загоняется вот тут в паз. И все это, по идее, вот так вот, ну, не совсем легко, но снимается. Все. Так, второй момент. Это натяжители. Натяжители, которые идут в оригинале, мне крайне не нравятся. Из-за них идет проблема в плане того, что гусеницу нормально не натянуть. Что я сделал? Взял рулевые тяги и поперечные тяги с машинки RC 1 к 10. Сюда я вклеил гаечку М3. Ну и, соответственно, здесь стоит винт М3. Ну, вкрутил сюда. Теперь, по идее, он работает как настоящий натяжитель. То есть и проблем не должно быть. Даже если он не будет натягивать, то жестко держать он точно будет. Потому что то, что идет изначально в печати, но оно работает, скажем так, крайне-крайне плохо. Так, здесь у нас выводы под задний фонарь. Еще один момент по сборке. В прошлый раз я установил вот эти поддерживающие ролики до покраски. На них сверху одет резиновый бандаж. То есть он печатается отдельно. При покраске я заклеил это все бумагой. Но когда покрасил, краска все равно под бумагой попала и на ролики. В результате их сбоку не видно. То есть здесь видно что-то черное сверху, а сбоку как будто единая деталь. Поэтому сейчас я сначала прокрасил ролики. Они не собраны, не склеены. И теперь, устанавливая бандаж, собираю, клею, ставлю подшипники. И опять же, после полной покраски корпуса буду устанавливать их. То есть не сразу, а отдельно. Так, по колесам. Почему они стальные? Стального цвета. Задумка такая. Когда краска будет стираться при контакте с гусеницами, то на опорных поверхностях будет проступать настоящий цвет пластика. Но это должно добавить антуражику. Хотя, судя по КВХе, краска вот эта не особо хорошо стирается. То есть сидит достаточно хорошо. В принципе, здесь остается установить колпаки сюда, колпаки сюда. И все, корпус готов к покраске. Останется распечатать редуктора и доделать верхнюю бронедеталь с люками. Ну и сюда еще сделать из проволоки, наверное, 3-4 миллиметровые такие поребрики там есть на фотографиях. То есть нужно будет проделать здесь отверстия и установить эти перила. По надгусеничным полкам пока не знаю. Есть две стальные пластины миллиметровки. Тут нужно расстояние брать 70 миллиметров. Но думаю, что это будет слишком массивно и тяжело, наверное. Поэтому еще, как тут посоветовал один из подписчиков, рассматриваю жесть. Обычную жесть от кровли. Наверное, надо на металлоприемку загонять, там что-нибудь поискать. Может быть, заодно и порезать нужные размеры. А так, в принципе, все. Внешне машина уж точно в течение 1,5 месяцев будет готова
катастрофически не хватает свободного времени на ее сборку. Все, всем удачи. Вопросы будут, задавайте. Переходите в телегу, лучше задавать, наверное, там. На ютубе не всегда могу ответить, потому что периодически глючит и комментарии не могу оставить. Ну все, всем удачи.